Друзья, привет! Сегодня вы слышите меня вот в таком проводном микрофоне, который, честно говоря, меня задолбал. Очень много микрофонов меня задолбало, и в последних видео вы уже можете услышать хороший звук. Но за счет чего? За счет вот такой вот беспроводной системы, вот таких вот микрофонов Боя. Стерео беспроводная система Боя, относительно недорогих, но при этом с обалденной универсальностью для смартфонов, для рекордеров, для ноутбуков, для стримов, для всего чего угодно, для качественной записи звука, еще и с кейсом, со своей зарядкой на 1000 мА и с возможностью работы до 10 часов. Давайте так, на канале Технозон Boya Link CC беспроводной. Поехали. Мы уже огромное количество микрофонов перепробовали. Вот такая вот беспроводная шляпа. Все, наверное, видели их на каких-то досках объявлений. Фигня. Вот эти вот МЕшки, беспроводная штука, она обалденная, классная по звучанию, но очень капризная в плане батареи. Батареи у нее постоянно выключаются, очень ненадолго хватает, стереосистемка, но и подключение только через 3,5. При этом вот этот вот момент, что нельзя посмотреть индикацию, когда он разрядится, плюс нельзя контролировать момент разряда, то есть если он разрядился, он вырубился и без всякой сигнализации. Это просто тоже напросто фигня, которой мы отказались. Все вот эти петлички тоже полная фигня. Что же из себя представляет Boya Link? Давай поближе. Сейчас вы обязательно увидите качество этих Боя. Мы расскажем о минусах и о плюсах однозначно. Но перед этим, пожалуйста, подпишитесь на наш канал. Нажмите колокольчик, а ссылка на него в описании под видео. Давайте, поехали дальше. Смотрите, сам по себе, что он из себя представляет? Он представляет из себя приемник, который, видите, они сейчас заряжаются от кейса с индикатором зарядки. Приемничек. Вот такие вот два микрофона, которые могут работать в режиме моно либо стерео. У нас есть всего лишь один переключатель стерео-моно и включатель-выключатель. Но эти микрофоны уникальны не только тем, что они вот так классно пишут, у них есть хорошая прищепка и заряжают от чего-то. У них есть режим шумодава. Если вы зажмете вот эти вот две кнопки сразу одновременно, включается зеленая, и у него появляется режим шумоподавления. Также у нас в комплекте есть вот такой вот коннектор и вот такой вот коннектор. То есть изначально он у меня на Type-C-шечке был. Меняются коннекторы очень элементарно. И можно переключить для лайтинга, а можно переключить на 3,5 и в принципе использовать на рекордере. Но давайте мы сразу, наверное, покажи меня, пожалуйста, не выключая, допустим, видео, мы сейчас перейдем на новый звук. Вот на новый звук. Потому что вот это вот будет, наверное, правильнее всего. А потом я сразу же расскажу о проблемах и о достоинствах этой штуки. О проблемах и достоинствах. Пишет она отлично. Детектится автоматически всеми смартфонами, которые поддерживают наружное, скажем так, Лиса, одевай тоже этот микрофон. Сейчас, раз, два, три, четыре, давай, держи. Раз, два, три, четыре. Мы переходим на этот микрофон, включаем запись. Раз, два, три. Лиса, поговори. Раз, два, три. А теперь, Даня, переключаешь на микрофон по щелчку. 3, 2, 1, щелк. Вот теперь мы с вами разговариваем на совсем другом уровне. То есть давайте мы сейчас проведем кое-какие тесты. Например, мы будем пыхкать там. Ля-ля-ля, бум-бум-бум. То есть здесь нет вот этого вот эффекта, для которого нужен поп-фильтр. Лиса, давай поговори что-нибудь там. Шерстлявая шерсть? Шерстлявая шерсть. А можно покричать. Ля-ля-ля. Видишь? А теперь переключай меня обратно на старый микрофон. И теперь я там попробую это сделать. Ля-ля-ля-ля. Лиса, поговори. Сейчас попробую. Шерстлявая Ты далеко. А здесь в том-то и фишка, что проводные микрофоны отходят далеко. Вот он весь прикол. А ты уже привыкла к тому, что у тебя проводной микрофончик на тебя. Беспроводной. Даня, переключай обратно на Бою и будем уже беседовать с ней. Смотрите, у нас в чем фишка. Вот этот передатчик, он классно работает, все отлично. Но вот эта штука, она бывает бесполезна.
Если ваша техника не может бороться с наводками различных устройств, либо само создает наводки, то вы будете иметь фоновый шум. Вот именно на вот этой вот штуке, на 3.5 коннекторе. На смартфоне никакого шума нет вообще, абсолютно фонового, никакого. Если вы используете ноутбук, то это должен быть какой-то ноутбук топовой серии, у которого есть конкретное определение того, что это микрофон. Вот я когда вставляю, вот даже через этот коннектор в свой Asus ROG, я ввел стрим, буквально вчера он определил микрофон, все, ни единого шума. Но как только я вставляю это в вот такой вот рекордер звука, вот на таком коннекторе, это есть фоновый шум. Это проблема самого вот этого коннектора 3.5, самой технологии работы этого микрофона с коннектором 3.5, к сожалению, есть как есть. То есть 3.5 коннектор мы очень редко используем только для стримов. Это удобно. Это удобно, если, допустим, использовать с ноутбуком. Для смартфонов 3.5 и для рекордеров 3.5 не рекомендую. Но то, что качество боя записи намного круче, это вот факт. Теперь смотрите, у каждого из этих устройств есть отдельный, покажи, пожалуйста, ближе, есть отдельный Type-C для зарядки. Кроме того, что он может в кейсе заряжаться, вы можете подключить Type-C-шечку, он будет работать и заряжаться. Во-вторых, давайте я сейчас, не знаю, что мы сделаем. У нас есть какой-нибудь шумящий объект, там, трудно, чтобы мы могли протестировать шумодав. Вот, мы включаем шум моря. И включаем шумодав на микрофоне. Лисица, давай на твоем тоже включу, для того, чтобы у нас не забивало звук. Вот теперь вы можете послушать меня с вот таким вот шумом прибоя, насколько оно гасит шум. Это раз. Вот, отлично. Шум. Ну вот у меня сейчас он даже не регистрирует этот шум. Смотрите. А если я отключаю шумодав, давайте, то мы слышим регистрацию шума. Смотрите. Да, реагирует она. Реагирует. Если я включаю шумодав. Вообще, только ты наши сейчас говоришь. чистые голоса. Помолчи. То есть у нас только чистые голоса. Пишет отлично. Давайте мы сейчас, вы тест увидели, само по себе бой увидели. У нас есть регулятор чувствительности. Надо выключить этот долбанный звук. У нас есть регулятор чувствительности. Я отключаю шумодав. Я могу, вот это вот мы пишем минус 4 нажатия в минус. То есть это не самая чувствительность. То есть я могу включать в зависимости от устройства. Например, на Pixel 8 Pro у него другая система, и там чувствительность надо выше. То есть если мы, допустим, на Xiaomi 13T Pro пишем с минус 4, то на Pixel нужно писать минус 2. У него чувствительность меньше. ЦАП другой. Давайте я делаю самую высокую, он уже будет взахлёст. У него очень сильная чувствительность, пипец какая-то сильная. Делаю минус 3-4, вот отличный результат. Ну, подожди, какую я поставил? У нас есть индикация, давай, чуть-чуть. Раз, два, три, 4. У нас есть индикация максимальной громкости и минимальной громкости. Также в комплекте у нас есть вот такие вот хвостики. А ну дай свой микрофон. Я его сейчас отключу, чтобы было у меня моно. Можно писать, кстати, на разные каналы. Можно мутить. Просто одно нажатие на кнопку, он замутит микрофон. Именно выключить сам микрофон без выключения его физически. И вот эта штука, она не просто одевается, она закручивается. Вот и все. Смотрите. Вот такая прелесть. Это позволяет вам снимать на улице в ветреную погоду вообще без единого шума ветра. Плюс еще шумодав работает идеально. Все, ребят, переходим. Вы уже поняли, да? Переходим, смотрим, сколько стоит, где купить. И ссылочки я уже говорил в описании под видео. И там же сделаем уже выводы. Перешли. Ребят, смотрите, есть вариант его купить в двух комплектациях. Вот эта комплектация стоит 72 бакса. 2 микрофона, кейс, 3 переходника, 3 коннектора, сам по себе вот этот вот ресивер, вот это же трансмиттеры, это ресиверы, кабель зарядки и 2 защиты от ветра. Есть белый и есть черный. Давайте посмотрим, что они пишут. Сейчас мы посмотрим. Так, микрофоны красиво все расписывают. Но есть BoyaLink A, вот такой вот. Но он стоит 79 баксов.
можно попробовать один купить с одним микрофоном. Можно попробовать найти дешевле. Ну, короче, вам Лисица накидает ссылок в описании под видео, для того, чтобы вы понимали, где это купить у проверенного продавца, потому что мы покупали конкретно у этого за $72. Ну, то, что они тут показывают подключение, они пишут Ultra Long Battery Life, то есть жизнь батареи до 30 часов, это имеется в виду с кейсом. Сами они могут работать 10 часов, хотя, видите, это у нас трансмиттер 10, а ресивер до 6 часов. Тут надо тоже, видите, понимать. Но поверьте, 6 часов безостановочно трындеть вы не сможете. Я не могу, хотя опыт большой. Да, хотя стараюсь, да. Теперь они показывают конкретно, что вы открыли, зажали, у вас включился шумодав и все, у вас уже сразу готово писать. 6 уровней гейн-контрола, ну и, короче, легкая замена. Больше здесь ничего интересного. А теперь смотрите, у него частотный диапазон от 20 Гц до 20 кГц, 48 кГц, 16 бит. Вообще идеально. То есть для записи голоса это шикарный смартфон. Работает в 2,4 диапазоне. И можно еще работать в стерео моно. Больше здесь ничего такого нет. Больше здесь ничего такого не показывают. Все кнопки я вам уже показал и рассказал. Ну и плюс мы уже все потестировали. Больше я здесь не вижу смысла об этом разговаривать. Хотя вот если брать еще в характеристиках точных, то мы видим, что у нас сенсивность минус 42 децибела. Дальше, что еще? Ну, 3,7 вольта, 95 мАч, 120 мАч, 3,7 вольта на ресивере. На трансмиттере у нас 95 мАч. Ну, короче, ребят, 12 грамм, 15 грамм ресивер-трансмиттер. Больше мне сказать не о чем. А вот коробочка у нас, сам зарядный кейс, 1000 мАч, заряжается 1,5 часа. Поэтому хватает, кстати, на 2 раза зарядки 2 трансмиттеров одного ресивера. У меня больше вот вопросов нет. А ну, сейчас посмотрим. И вот, кстати, вот теперь и прикол. BoyaLink без коробочки 68 от 2 на 2 микрофона 68-58. Ну, извините меня, тогда уже легче брать с кейсом, потому что разница в $4, ну, она просто-напросто минимальна. Кстати, в белом цвете было бы отлично для девочек, черный для мальчиков. Как-то так. Розовых нету, Леночка, розовых нету. Все, ребят, ссылки в описании под видео. Я рекомендую, подходит для блогеров, для репортажной съемки, для стримеров, ну я не знаю, для любого сценария использования. Его универсальность поражает. Было бы неплохо, если был бы еще отдельно Bluetooth, но Bluetooth я не очень люблю, очень трудно бороться с задержкой и нужно иметь Bluetooth высокой версии в вашем записывающем устройстве. Ну а с вами был Bubble на канале Технозон. Пока.